Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Сегодня я хочу вам показать, как вяжется самым простым способом V-образный вырез горловины с застежками. Мы начинаем с горловины и переходим на передние планки. Непрерывно вывязывая, мы провязываем после горловины росток. Оформляются все горловина и планки платочной вязкой. Вот. Это у нас связано реглан сверху. Здесь я именно показала вам в этом видео сделать петли для пуговицы с обеих сторон. Потому что если для мужчин вы вяжете, обязательно ставите петлю на левую сторону планки. А когда женская кофточка, у нас петелька будет на правой стороне планки. Вот поэтому я показала обе виды, как сделать петельки. Это очень простой метод. Что мы раньше, как вязали, мы сперва вязали вырез, горловина отдельно, а потом мы в конце оформляли отдельно, поднимая петли по краям этим вырезки. Мы потом провязывали нашу горловину отдельно. А в этом методе вы начинаете отсюда, и горловина вы и прямо переходите на росток, и планку заодно образуете, и реглан у вас идет. И вот таким образом у вас очень будет удобно и легко и просто. Вот. Теперь насчет нашей треугольной вырез горловины с застежками. Есть два вида. Вот, который мы сейчас с вами вяжем, это мы вяжем вот этот вид, который горловина так плавно переходит к планкам. Вот горловина так идет. А еще другой вид есть, который вот горловина и образует здесь планки с горловины, такой уголь, и планка у нас образуется четырехугольная. Вот так это тоже. В следующих видео я вам покажу такую горловину. Если кому такой горловина нравится, такую планку с уголком, тогда вяжете таким образом. А росток при V-образном вырезе с застежками, обе виде идет одинаково. Мы здесь росток образуем на счет сокращения петли передней части кофточки. Вот здесь. И у нас заодно вяжется и росток, и регланная линия у нас оформляется спереди и со спинки. И у нас сразу идет, оформляется вот эта планки с обеих сторон. Правые и левые планки. Я вам покажу, как здесь взять размеры, а потом, соответственно, размером, как там брать петли, расчеты я вам покажу, схемы. Здесь реглана сверху с такими застежками. Еще, друзья, вот этот вид горловины и планки я вам показываю самым простым методом. Это платочной вязкой. Платочной вязкой, вы знаете, это каждой стороне изделия, и лицевой стороне, и на изнаночной стороне петли вяжутся лицевыми петлями. И у нас оформлено вот здесь платочной вязкой. Вот здесь тоже платочная вязка, и продолжается платочная вязка. Таким образом, когда мы уже продолжаем наше вязание, кофточку, планка у нас идет до конца платочной вязкой. Теперь, что я хочу сказать.
Вот это оформление наше горловины и планком вы можете и другими вязками. Можно с резинкой. Вот здесь начали резинку и продолжайте резинкой. Или каким-то узором, разными узорами, косичками, или узор рис, жемчужный узор. Всякими узорами можно так вязать и продолжить вязание. И вот здесь то же самое. Здесь тоже, вот можете здесь оформлять горловину резинкой, а здесь продолжите платочной вязкой. Или и здесь резинка, и здесь резинка можно. Или вот вся платочная вязка, и здесь тоже платочная вязка. Как вам удобно будет, как вам больше по душе будет, так и вяжете. Но основа, как вязать вот эта горловина с переходом на планки, в треугольном вырезе горловины, застежками, все почти одинаково. Вот здесь вот переход, плавленый переход и переход с углом, они немножко вот здесь отличаются в начале. Это я вам в следующем видео покажу. Вот этот вид. А в этом видео я вам покажу полностью, сделаю я вам мастер-класс вот про вязание вот такой горловины с застежками и переход к планке. И заодно мы провяжем росток и провяжем наши регланные линии. Друзья, перед началом работы мы обязательно замеряем размеры нашей глубины и ширины нашей горловины. Для этого мы сперва измеряем вокруг шею именно какую глубину, какую ширину мы хотим треугольный вырез горловины. Вот таким образом. После этого, соответственно, по сантиметру мы уже начинаем расчеты и определение количества соответственно этому сантиметру. Друзья, еще скажу один нюанс. При начале вязания горловины вы обязательно вяжете с таким размером спицы, которое было на пол размера или на 1 размер меньше, чем вы планировали вязать тело кофточки. Вот, например, тело кофточки вы планируете вязать со спицей 3,5, а значит вы горловину начнете со спицей 3 или 2,5. Вот вы вяжете 4 ряда или 5 рядов с этой спицы. Потом вы меняете со спицу побольше размеров. И потом у вас вот здесь края где-то горловины будет более плотная, и она будет держать свою форму, чтобы не будет такое сильное растягивание. Друзья, для определения количества петель для размера горловины мы сперва свяжем образцы. Именно с таким спицей, которой мы начинаем нашу горловину. Мы вот это образец меряем в сантиметрах. Вот и первый образец. Когда меряем, у нас получается 10 сантиметров. Вот у нас получается 20 петель равна 10 сантиметров. Теперь мы определим в 1 сантиметр сколько петель. Для этого у нас по арифметической пропорции х равна будет 20 умножаем на 1 и делим на 10. У нас получится 2 петли, это в 1 сантиметре. Теперь на примере, допустим, у нас в сантиметрах горловина получается 50 сантиметров. Чтобы определить в количестве петель, мы умножаем на 2 петли. Вот эту цифру на 2. И у нас равняется
100 петель. Вот чтобы на размеры 50 сантиметров мы должны брать для горловины 100 петель. Теперь мы определяем, какую именно ширину хотим планки. Для этого вот это у нас ширина планки. Эта ширина может быть 3 сантиметра или 5-6 сантиметров. Сколько, какую именно ширину вы хотите. С этим определитесь. И смотря этого, мы опять обращаемся к образцу. И здесь определяем нашу ширину в петлях. Вот в образце, который вот на примере, вы хотите 3 сантиметра ширины. Вот это будет, так будет. Или хотите, может, 4 сантиметра в ширину. Вот столько-то будет. И потом здесь посчитайте петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, когда вы 4 сантиметра хотите ширину, здесь у нас получится 8 петель. И по размеру, когда мы определили по образцу сантиметров в петлях, тоже там были 2 петли в 1 сантиметре. И вот здесь вы так, после определения ширины планки, мы уже приступаем к нашему распределению петель по частям нашей одежды. Для расчета горловины вот у нас схема. Вот это у нас перед открытым. 2 регланные линии. Это у нас спинка. Это у нас 2 полочки переда и рукава. Здесь у нас 100 петель. Теперь, чтобы здесь мы хотели добавить планку, 8 петель у нас получилось, ширина планки. Мы вот эту планку мы должны добавить на передние крайние части полочки, вот сюда. Для этого мы вот это из 8 петель всегда берем половину петлю. Значит, мы здесь добавляем 4 петли. Вот отсюда, так, и 4 петли вот сюда. Вот это у нас для планки переда. Это в любом виде нашей треугольной горловины. Вот таким образом сперва добавляется. Вот хотите с таким углом планки или вот таким плавленным переход горловины к планке. Обе случая мы так добавляем так и половину петли нашу ширину планки. Здесь у нас, значит, получается, добавляли мы 8 петель. И всего это у нас получится 108 петель. Вот для горловины мы должны всего вязать 108 петель. Теперь мы распределяем петли по нашим частям одежды. Для этого, когда мы распределяем, мы берем от 100 петель. Не от 108, а мы берем от 100 петель. Делим на 4. 100 делим на 4 части. У нас получится 25 петель. Значит, спинка у нас 25 петель. Рукава будет
половина одной части. 25 делим на 2. Это у нас будет закругленно 12 петель. И одна часть у нас будет правая полочка. И одна часть левая полочка. Теперь у нас здесь одна петля, которая с рукава остались. Мы это добавляем вот сюда. Не 25, а это будет у нас 26 петель. Вот когда мы суммируем все эти цифры, у нас должны быть вот 100 петель. Теперь мы распределяем петли для регланной линии. Давайте я вам отдельно нарисую, чтобы было понятно. Вот у нас спинка. И вот у нас треугольная горловина. И вот у нас планки. И здесь мы распределяем петель от 100 петли. А у нас здесь в горловине всего 108 петель. Вот теперь мы должны распределить петли для регланной линии. Для этого спинка у нас была 26. Отнимаем 2 регланной линии, 2 петли. У нас получается останется 24 петель. Рукава у нас то же самое останутся неизменно по 12. И передние полочки. Теперь слева тоже у нас были 25 петель. Мы одно на регланной линии отнимаем, останется 24 петли. А с левой стороны то же самое. Было 25 петель и останется 24 петли. Теперь для планки у нас добавлено здесь по 4 петли. Когда 24 мы суммируем вот эти 4 петли, у нас правая сторона станет 28 петель, и левая сторона тоже будет теперь 28 петель. Вот таким образом мы распределили наши петли. Вот в конечном итоге распределение петель вот таким образом у нас получается. Перед левая сторона, перед правая сторона. Вот это у нас спинка 24, по регланной линии у нас по одной петле, рукава по 12 петель и перед у нас по 20 петель. Теперь мы набираем 108 петель. Для этого мы берем пряжу, нитку и немножко оставляем кончик, и примерно 10 сантиметров вот так мы меряем. Здесь помещается 10 петель. Вот значит для 108 петель мы должны посчитать столько длины 11 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот теперь отсюда вот эту короткую сторону мы берем вот так и набираем петли простым способом. Вот сразу первый раз набирается у нас 2 петли, 3. Вы знаете, берем 2 спицы сразу, так образом, 4, 5, 6, 7. Вот мы набрали 108 петель. Мы теперь начинаем провязать второй ряд узора. Так, освобождаем нашу спицу наполовину.
Теперь, друзья, когда мы начинаем провязать наш второй ряд горловины, мы здесь определяем уже сразу части нашей кофточки и сразу ставим наши маркировки. И еще поставим маркировки, когда мы здесь образуем наши треугольные формы горловины. Для этого вот я объясню. Вот наша передняя часть горловины. И мы вот так должны переходить, плавно должны переходить на планку, переднюю планку. И вот у нас горловина идет. Эта сторона то же самое. Так должны переходить на планки. Для этого вот мы здесь набрали до сюда, вот так, до сюда по кругу мы набрали 108 петель. И по ходу вязания на рядах мы обе концы сделаем такие манипуляции, чтобы мы должны переходить плавно на планки. Вот здесь мы должны сделать обе стороны. Вот это должны мы образовать, чтобы переходить на планки. Это как? Я вам сейчас покажу. Вы знаете, мы вяжем горловину и планки платочной вязкой. Для этого мы вот первая петля кромочная мы берем, не провязывая. Потом берем, провяжем одну петлю. И после этого мы здесь поставим маркировки. Я всегда делаю сама себе самодельные маркировки. Сините, это мне очень удобно. И мы здесь добавляем одну накид. Продолжим вязать все петли лицевыми петлями. Это у нас считается лицевая сторона. И до конца, до следующего, это у нас считается левый край горловины. Эта сторона у нас считается правый край горловины. И мы таким образом лицевыми петлями провяжем до конца. И здесь я вам покажу. И по ходу провязывания мы посчитаем и ставим мерки на нашей части кофточки. Вот отсюда мы сейчас начали. Вот здесь мы посчитаем 28 петель, поставили маркировки перед регланом. Потом после реглана опять мы провяжем 12 петель, опять поставим маркировки перед этим регланом. Опять после регланной петли опять посчитаем 24 петли, поставим. Вот таким образом мы отмечаем вот 4 нашей части кофточки. Вот так мы начинаем посчитать. Вот здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы должны посчитать 28 петель. Вот 28. Ставим маркировку. Теперь посчитаем 12 петель для рукава. Это у нас регланная петля. Потом начинаем посчитать рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот теперь мы ставим опять маркировки. И регланная петля у нас это будет. Теперь 24 для спинки. 1, 2,
24. Мы дошли до конца спины. И опять ставим маркировки. Теперь регланная линия у нас. Теперь начинаем мы посчитать 12 петель для правой рукава. Раз, два, 12. Опять ставим маркировки. Регланная петля. Теперь вот эта сторона у нас 28 петель. Продолжим вязать, пока здесь не останутся 2 петли в конце. Дошли до правый конец нашей горловины. Здесь остались 2 петли. Теперь мы добавляем, сперва берем накид и здесь ставим маркировку. И провяжем дальше. Последняя петля у нас кромочная вяжется изнаночной петлей. Теперь разворачиваем нашу работу. Опять продолжим вязать теперь на изнаночной стороне. Берем первый кромочный, не провязывая, второй провязываем лицевыми петлями. И вот это у нас накид вяжется лицевой петлей с скрещиванием, чтобы здесь не образовалась дырочка. Опять продолжим все петли наши вязать лицевыми петлями до конца нашего ряда. И конец ряда то же самое. Мы вот этот накид провяжем лицевой петлей с скрещиванием. Следующий ряд у нас это лицевая сторона. Мы опять берем здесь накиды. В каждой лицевой стороне мы берем накиды, а на изнаночной стороне мы это накиды провяжем лицевой петлей с скрещиванием. Вот остальные части нашей горловины, вот которые мы отделили маркировкой, это просто без изменения мы просто вяжем все петли лицевыми петлями до конца. И еще один нюанс, друзья. Если вы путаетесь, чтобы вам трудно найти, в каком стороне вы находитесь, тогда вы можете менять вот эту первую маркировку на другую расцветку. Вот сейчас я нахожусь на изнаночной стороне. Провязываю накид с скрещиванием. И давайте поменяем вот эту нашу другую бежевую маркировку. И чтобы мы могли спокойно, с легкостью определить, в какой стороне мы находимся. Вот, значит, начало нашей бежевой маркировки, начало нового ряда на лицевой стороне.